Этна – одна из главных достопримечательностей острова Сицилии. Поэтому, оказавшись на легендарном итальянском острове, мы решили посетить знаменитый вулкан. Экскурсии сюда организуют местные многочисленные туристические агентства, работающие с русскоговорящими туристами. В одно из таких агентств мы и обратились. Под убаюкивающий голос экскурсовода за окном нашего автобуса поплыли живописные сицилийские пейзажи. Редкие, покрытые патиной веков населенные пункты сменялись аккуратными полями, а также участками, поросшими буйной субтропической растительностью. Очевидно, так проявляли себя плодородная вулканическая почва и щедрое сицилийское солнце. Постепенно пейзаж за окнами стал меняться. Стали видны выходы лавы, причем явно свежие по вулканическим меркам. Известно, что у Этны нет единого кратера, из которого всегда происходит извержение. По словам нашего гида, у вулкана имеется от 200 до 400 боковых кратеров. В среднем раз в 3 месяца то из одного, то из другого кратера извергается лава. Такая информация определенно наводит на тревожные размышления о том, где и когда произойдет следующее извержение. Также невольно в памяти всплывают гипсовые слепки фигур людей, застигнутых извержением Везувия, уничтожившим легендарное Помпеи. Расположена Этна на восточном побережье Сицилии, неподалеку от городов Мессина и Катания. Несмотря на то, что Этна очень активный вулкан, на его склонах много поселений, и жители не спешат уезжать с обогащенной вулканическим пеплом плодородной земли. Автобус довез нас до оборудованной площадки на высоте примерно 1900 метров. Именно отсюда начинается трасса знаменитого фуникулера, который доставляет туристам наверх к жерлу вулкана. Помимо этого, здесь же расположено значительное количество ресторанов, кафе и сувенирных магазинов. Сообщив, что в нашем распоряжении 3 часа, наш гид удалился. За 40 евро со скидкой я приобрел единый билет на фуникулер и спецавтобус наверху и отправился на фуникулере наверх, теперь уже к главному кратеру, расположенному на высоте 3000 метров. Громыхающий, как гравицапа, фуникулер миновал плотный слой облаков, с льющимся из них крупным дождем, и снизу поплыл инопланетный ландшафт. Известно, что Этна – самый высокий и массивный действующий вулкан Европы. Его высота 3340 метров, и он превосходит широко и печально известный Везувий более чем в 2,5 раза. Наконец, сквозь пелену тумана проступил силуэт массивного здания, в котором заканчивалась канатная дорога. Снаружи нас ожидали специальные автобусы, предназначенные для передвижения по грунту Этны. Когда места почти закончились, автобус повез нас куда-то по серо-коричневым барханам из мелкой щебенки. Согласно древнегреческой и римской мифологиям, Этна была кузницей вулкана, бога огня и покровителя кузнечного ремесла. Здесь он ковал оружие и доспехи для богов и героев. Также здесь изготавливались молнии для Юпитера. Автобус остановился между 2 горками из той же серо-коричневой щебенки, и мы вышли наружу. Повсюду были красочные толпы туристов, ведомые мочеобразными итальянскими гидами-вулканологами. В составе одной из таких групп я отправился в неизведанное за одним из таких гидов. Сам маршрут представляет собой небольшой круг по гребням окружающих небольших гор. Повсюду из земли поднимается легкий порог, который, по всей вероятности, представляет собой тот самый вулканический газ. Вкупе с неприветливым ландшафтом он создает атмосферу легкой тревоги. Однако в наибольшей степени впечатляют повсюду разбросанные огромные по несколько центнеров вулканические бомбы. Созерцание этих каменных глыб, окутанных пробивающимся из недр вулканическим газом, наводят на мысли о том, что извержение с выбросом этих самых бомб было бы сейчас совершенно не кстати.
Жерло вулкана выглядит как огромная воронка из той же коричневой щебенки, дно которой скрыто полупрозрачной пеленой дыма или тумана. Сделав упоминавшийся уже кружок по гребням окрестных гор, наша группа направилась назад, к спецавтобусу. Разместившись на жестких сиденьях, некоторые из нас облегченно вздохнули. В точке конца или теперь уже начала канатной дороги кипела жизнь. Несмотря на некоторую общую мрачность обстановки, публика в ресторане активно принимала пищу и алкогольные напитки. Я, однако, решил отправиться вниз. Гондола миновала уже знакомый мне слой из облаков и, омытая дождем, благополучно скользнула в здание, откуда я начал свой путь наверх. Внизу жизнь бурлила с удесятеренной силой. Только что кончился дождь, немного проглянуло солнышко, и все вокруг заиграло яркими красками. Многочисленные здесь рестораны и кафе самых разных размеров и классов почти до отказа были заполнены разноголосой интернациональной публикой, в которой преобладали итальянцы. Необузданной торговой стихией кипели длинный ряд сувенирных лавок и несколько больших сувенирных магазинов. Было весело. Мы перекусили и, поддавшись всеобщему настроению, приобрели сувениры. Постепенно истекли выделенные нам гидом 3 часа, и мы направились к автобусу. Не могу сказать, что с большим сожалением расставался с этим прекрасным местом. За окном автобуса уже показались небольшие, расположенные у подножья поселки, а у меня перед глазами все еще стоял пробивающийся из раскаленных недр легкий порог, вьющийся над массивными вулканическими бомбами.